Здравствуйте все! Вы на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Сегодня мы с вами встречаемся в плане реализации совместного творческого проекта на 5 каналах по пошиву жилетки или безрукавки. Кроме меня в проекте участвуют Валентина Никита, Ольга Козулина, «Делаем с любовью», ассорти с Валентиной. Ссылку на каналы вы найдете внизу под видео в описании. Идей по пошиву жилетки несколько, и как же сложно остановиться на одной, с какой начать. Но что бы там ни было, плясать начинаем от печки. Это выкройка. Для построения выкройки не надо делать сложных расчетов. У меня был вот такой свитер, давно лежал в разрезанном виде, из рукавов я что-то сделала в свое время. И здесь важно учесть основные размеры. Это окружность груди, окружность бедер, ну и, конечно, длина нашей будущей безрукавки или жилетки. У каждого это свой размер. Главное, чтобы костюмчик сидел. В моем случае это абсолютно мой размер. И теперь я перенесу это на бумагу. Это у нас перед. Это у нас будут две полочки. Для свободного облегания я деталь отодвинула от края бумаги. Это у нас будет средняя линия. И где-то на сантиметр отодвинула. И теперь я все это просто обведу карандашом. Точно так же я поступлю со спинкой. Это вот у меня укороченная спинка тут. Вот. Она отличается, вы видите, в линии проймы и линия горловины здесь меньше. Длину, конечно же, добавлю. Ну вот я сделала выкройку, подписала детали. И сейчас лайфхак. Многие не любят это слово. Небольшой совет. Бумага в рулоне имеет свойство вот так скручиваться. И, конечно, ею пользоваться неудобно. Что я делаю? Достаточно сбрызнуть водой из пульверизатора. Все. Бумага, она быстро высохнет. Можно с обратной стороны сбрызнуть. И можно пользоваться. По бумажной выкройке из старого ситчика я выкроила детали с припусками на швы. Это будет прекрасная основа, она останется внутри, ее видно не будет. И теперь на эту основу я начну выкладывать полоски атласной ткани, также шелковой ткани с неизвестным названием. Края у этих тканей очень сыпучие, и я их буду перекрывать полосочками джинсовой ткани. Таким образом я закрою всю основу. Короткие полоски я буду наращивать. Меня это не смущает. Например, вот такую ткань. Потом при раскрое все это лишнее уберется. Сюда тоже добавлю такой лоскутик. Затем я все это сколю и пристрочу на машинке. Скорее всего, я это сделаю швом зигзаг, но можно и прямой строчкой, если кто очень хочет добиться лохматости большой. Можно прямой строчкой. При стирке края разлохматятся, это будет интересно. Это деталь полочки.
Края полосок я не закрывала, вы видите. И после пришивания я еще дополнительно повытягиваю ниточки и немножко подровняю их. Ну вот, одну полочку я выкроила. И сейчас я накладываю на нее вторую. И уже по ней выкраиваю вторую полочку. Девочки, полезный совет. После того, как я сметала детали, я примерила все на себе. Мы же выкройку делали по свитеру. Я срезала лишнее, укоротила плечевые швы, вырезала пройму. Также немножко вырезала по горловине. Спинка действительно оказалась большего размера, чем мне надо. И теперь у меня выкройка с припусками на швы. Я сейчас все это вот вырежу. И в дальнейшем у меня не будет проблем с подгонкой. И вы не один раз еще увидите эти выкройки на моем столе. У меня есть идеи, которые надеюсь воплотить в жизнь вместе с вами. А полочки я просто наложила на чистый лист и очертила по контуру. И у меня выкройка на полочке тоже теперь с припусками на швы. Жилетка будет на подкладке. Я подобрала вот такой сатин. По-моему, расцветка подходит идеально. Здесь есть голубой цвет, вкрапление желтого. Ткань новая. Я ее замочила в очень горячей воде. И оказалось, она очень сильно линяет. Я добавила в воду уксус. С подкладкой все гораздо проще. Складываем ткань по долевой. Накладываем нашу выкройку. Она у нас уже с припусками на швы. И вырезаем. То же самое проделываем и с полочками. Я пришила аппликации на одну из полочек переда и на спинку. Как пришивать аппликации, я не буду подробно останавливаться. Думаю, что все знают, как это делается. Ну, а кто не знает, можно пройти на канал. Там у меня есть видео под названием «Нужная вещь из ненужных полосок». Там можно посмотреть. И теперь смотрите. Я пришиваю разъемную молнию, накладывая лицом к лицу к основной детали. Вот сначала одну половиночку молнии и ко второй полочке аналогичным образом. Молнию я пришиваю, отступив от нижнего края на пару сантиметров выше. Я сострочила боковые срезы. Швы я разутюжила. Молния у нас пришита. Верхний конец молнии я завернула на 90 градусов и тоже пристрочила. Лишний кончик я отрежу. И теперь нам надо соединить верхнюю заготовку нашей жилетки, нашей безрукавки с подкладкой. Подкладка у нас также сострочена по боковым швам. Я совмещаю швы подкладки и верхней детали. И сейчас буду строчить, совмещая вот эти вот края, там, где у нас молния. Это перед у нас. Дальше я прошью по нижнему краю и закончу на другой стороне передней полочки. И еще я соединю вот эти детали по линиям среза в пройме. Вот на этом этапе плечевые срезы и линия горловины у нас остаются открытыми. Ну вот я все отстрочила. И теперь через вот это отверстие
где плечевые швы и горловина, в спинке я буду выворачивать. А дальше я соединяю плечевые швы. Вот таким образом. Подкладка с подкладкой, лицевые стороны с лицевыми. Совмещаем шов и сострачиваем. Вот так это будет. Вот, девочки, я вывернула, отпарила. Вот эти края я пройдусь отделочной строчкой. А линия проймы, вот она такая, что я решила прихватить ее сначала ножевулькой. Так будет аккуратнее. Девочки, а вы помните, с чего все началось? А началось все со старого, разрезанного, не совсем по размеру свитера. Мы с него снимали мерку. Поэтому, девочки, не надо бояться. Это мой, по-моему, первый жилет. Я не помню, чтобы я... По жизни я много, конечно, шила, но чтобы жилет я шила, я не помню. Так что дерзайте. Все начинается с первого шага. Я люблю капюшоны. И мне к моей жилетке, к моей безрукавке нужен капюшон. Я долго не думала. Я сняла со своей толстовки вот такой капюшон. Он мне впору. Как раз по моей голове. Могу даже навязанную шапочку надеть. Сложила пополам, наложила на бумагу и аккуратно все обвела. В самой широкой части я добавила 1,5 сантиметра, потому что мне захотелось немножко объема вот в задней части. И теперь я прибавлю, сделаю припуски на швы и перенесу эту выкройку на ткань основу. Мы помним о том, что стежка съедает размер, поэтому к припускам я добавила еще и вырезала 2 детали ткани основы, на которую сейчас я начну нашивать полоски. Ну вот, я разложила полоски на деталях капюшона, точно так же, как до этого раскладывала на деталях жилетки. Прострочила зигзагом, подмахрила краешки полосок. И теперь я накладываю выкройку, она у нас с припусками, и вырезаю. Я скроила 2 детали из подкладочной ткани, соединила их. То же самое я сделала и с лицевой частью капюшона, соединила детали. И теперь изнанку я выворачиваю на лицо и лицом к лицу вкладываю в верхнюю часть капюшона и по внешнему краю я сейчас это сострочу. Капюшон готов. Я сделала отстрочку по внешнему краю и теперь осталось соединить с жилетом. Так, я нахожу середину, совмещаю со швом на капюшоне и скалываю. И дальше все тоже буду скалывать. Вот, девочки, я убрала иголки. Во-первых, здесь достаточно толсто, и я уже несколько раз укололась. Поэтому не ленимся. И лучше по стариночке мы это все на ножевульку. Я притачала капюшон к телу
безрукавки. И вот этот срез я сейчас обработаю косой бейкой. Дорогие зрители, вы замечали, что когда рукодельница заканчивает работу, ее голос меняется. Он становится радостным, он становится легким. Это понятно, это конец работы. Это движется к финалу ее видео. И, конечно, как всякая работа, хочется оценки. 5 каналов, которые участвовали в этом проекте. Все девочки очень старались, поэтому обязательно загляните на каждый канал. Я думаю, что это будет очень-очень интересно, потому что жилетки действительно все такие разные. И думаю, что для себя вы что-то новенькое найдете, почерпнете что-то, получите какие-то полезные советы. И, конечно, не оставайтесь равнодушными. Ну, не понравилось, ставьте пальчик вниз, а понравилось, не пожалейте уж нажать на лайк. И, конечно, не забывайте нажать на колокольчик, потому что уведомление приходит именно после того, как вы нажмете на колокольчик. Ну вот, девочки, я закончила. Вообще вот этот шов надо прятать под подкладку. Но я сделала так. Мне так захотелось. И мне это нравится. Вот такая спинка у нашей безрукавки. Вот эта желтая полоса, она здесь сейчас бликует. Но на самом деле она более матовая. Я желаю вам приятного просмотра на других каналах. А я с вами на этом прощаюсь. Жду ваших комментариев. До свидания. До скорой встречи.